Из уст одного мудрого человека мною были услышаны такие слова, что человек может опустить себя на самое дно ада, но он же сможет и подняться до небес рая. И зажегся во мне огонь поиска самого себя, того «я», который сможет это сделать. 7 тотальных лет поиска этого «я» укрепили мои крылья. То давай научим ум быть разумным. Это жить сердцем, через тернии парадоксов стать человеком иного мышления. Кто этот «я»? Его невозможно понять интеллектом. Его можно увидеть только через инсайт мудрости. Когда ум опускается на уровень сердца и начинает проживать жизнь душой. Вот и приглашаю вас познать этого «я» самим собой, того, кто целен, един и в разумности, того, кто является самим источником творения. Много книг написано о том, как стать богатым, счастливым, жить в радости и быть успешным. В этих книгах есть советы, рецепты, методики, но они от того автора, который написал про свой жизненный опыт, повествование о своем интеллекте. У каждого человека есть индивидуальная и неповторимая своя дорога к истине. Через мудрость дорога к истине одна и единственная для всех в этой галактике вселенского разума. Твой путь очень узок, и пройти по нему сможешь только ты один, и только один. Совет дать не могу, потому что все советы, методики, концепции и существуют для того, чтобы они вам когда-нибудь надоели. И вы перешли на этап самоосознавания. Самосознавать – это тогда, когда ваш ум научится не убегать от черной полосы, а тотально принимать, прощать и отпускать. Самосознавать – это проживать жизнь такую, какая она есть на самом деле, цельная и единая, состоящая из белой и черной полосы одномоментно. Когда вы начнете умом думать, а не ум вами, который привык во все влазить и стереотипен, тогда и откроется портал вселенской любви. Вы будете вхожи во все иерархии разума. Для этого и придется построить мост премудрости. А это будет только ваш путь. Путь вечного и созидательного целомудрия. Ум плохой руководитель, но он не дурак. Осознанный ум поймет и отдаст бразды правления своей второй половине, сердцу. И станет отличным помощником в разумении. Так вот, построим мост премудрости между умом и душой, ты и обретешь уравновешенность, спокойствие, разумность. Отчего так происходит? Душа, которая томилась под каблуком интеллекта, выпорхнет из чулана дискомфортности духовного паразитизма и примет ум таким, какой он есть. Мудрость позволит ему не бояться ошибаться. Когда событие произошло, а у тебя уже в априори нет выбора, ты только и делаешь, что вешаешь ярлык плохого или хорошего на происшедшее. Тогда перед тобой и проявляется дилемма. На всем протяжении существования человечества этическая дилемма так и не была провозглашена в ранг солидарности и не приобрела оттенки консенсуса.
есть один единственный способ решения этой задачи, которая завела человечество в тупик. Это способность мыслить парадоксами. Искренне вас уважающий Виктор Волевой. Автор книги «Крылья разнополюсности». Автор о себе. Поднявшись в горы, которые находятся в Крыму, я посетил храм Солнца. С детства имело место присутствовать аксиома: просить давать среди людей можно, а вот просить у разума только один раз в жизни. Заприметил, что душа беседу ведет со Вселенной и просит терпения в усвоении картины этого мировоззренческого проекта. Прошло 7 лет, не дал мне тогда Бог терпения, а одарил Он меня любовью к жизни, к миру, к людям. И оказалось, что кроме любви у него ничего и никогда и не было. Содержание книги. Книга содержит систематизированное собрание вопросов людей на предмет их интереса к науке, религии, философии. В ней фигурируют опубликованные автором ответы о подлинной реальности природы, иллюзорности ума. Книга также содержит ответы, как для открытия тайн неизведанности научиться пользоваться крыльями разнополюсности и прокачать ум до заводских настроек. После полировки ума инсайтом мудрости человек научится пользоваться умом и будет вхож во все иерархии разума. После прослушивания аудиотекста появится опыт перепрошивать прошлую и будущую жизнь в настоящую реальную. Всех благ вам, Виктор Волевой. Глава 1. Видеть сердцем. Давайте научим ум учиться, а не учить умом других. Учить будем ум. От ума скандалы в семье и горе от самого же ума. В жизни встречал людей разных, которые проживают жизнь кто душой, кто телом, кто умом, а кто и Богом себя считал. Вам сейчас предоставляется огромнейшая возможность познать глубину мудрости. Вам выбирать. Быть самой жизнью подобием абсолюта или пользоваться продуктом распада, эмоцией, и плестись во хвосте эволюционных отходов.
Глава 2. Начало всех начал. Что на тебя так повлияло перед тем, как ты стал на этот путь разума? Болезнь, страх, безответная любовь, боль, мечта, цель. Впервые поднявшись в горы, которые находятся в районе поселка городского типа Ласпи, Республика Крым, я посетил храм Солнца. Каменное сооружение в виде символа лучей величаво возвысило себя и вписалось в ландшафт горного массива. Туристы, паломники, люди разных сословий и возрастных категорий шли к этому волшебному месту. Они шли группами и одиночно, начиная с тех, кто выглядывал из-за спин мам и пап, пристегнутые спецсредствами для ношения деток, и заканчивая пожилыми людьми. Из-под панам у них выглядывала седина волос. Видел множество людей, которые своим присутствием одобряли не только факт красоты этих гор, но и на их лицах считывалось какое-то таинство местонахождения. Пока освобождалось место, на которое в центре этого каменного сооружения становился очередной человек, были слышны отрывки фраз, просящих у Отца Небесного здоровья, денег, замужества, красоты, покупки авто. Чтобы любили. Подошел момент и моим стопам оставить свое присутствие в центре этого каменного цветка. Шагнул с задержкой, так как не было опыта в таких ритуальных прошениях у вселенского разума. С детства имело место присутствовать аксиома: просить давать среди людей можно, а вот просить у Бога только один раз в жизни. Так вот шагнул навстречу, поднял руки к небу и начал разговор вести. Но заприметил, что слова-то не из уст молвой идут, а душа беседу ведет со Вселенной и просит терпения в освоении картины этого мировоззренческого проекта. Помню, попросил это и отошел в сторону, так как люди в очередь к Богу со своими просьбами стояли. Интерес, движимый во мне, приобрел вектор желания заглянуть в душу людей и увидеть, что за сила движет. Добираться до таких мест — надежда, мечта, упорство, цель, боль, страх. Захотелось пристально внимать и воспринимать ответ в глазах людей. Но чем глубже я погружался в познание этого вопроса, тем и увеличивал дистанцию до ответа. Вопрос был не детский. Познание этой силы. Пока спускался с гор, мысли роились в голове, что просить надо было счастья. Обычное человеческое счастье. А взята была планка ответственности в познании всего мира. Мира вселенского разума. Ясно. Кому-то ж надо начинать. Назвался грибок, полезай в кузовок. Хорошо, только одно у Бога попросил — терпение. Прошло 7 лет. Не дал мне тогда Бог терпения, а одарил Он меня любовью к жизни, к миру, к людям. И казалось, что кроме любви у Него ничего и никогда и не было.
Глава 3. Пробуждение. Если тебе захочется радоваться, кайфовать, веселиться, а не страдать, не быть в негативе и при малейшем шорохе не втягивать голову в плечи, то давай научим ум быть разумным. Это жить сердцем, через тернии парадоксов стать человеком иного мышления. У каждого человека своя индивидуальная и неповторимая дорога к истине. Через душу дорога к истине одна и единственная для всех. Происходит то, что должно произойти, а не то, что мы нафантазировали, придумали. Планируйте задания. Но если некоторые пункты выпали из списка и пошло как-то не так, осознайте то, что сейчас проявилось из архива вашей памяти. Твоя эмоция, та лажа, тот косяк, которые всплыли на поверхность сознания, эти косяки снова выпадут в осадок подсознания. И оттуда будут сушить тебе мозги до следующего проявления. Осознай, прояви к этой эмоции внимание. События, которые мы пытаемся описать из общей коллективной неосознанности, а это и есть клише нашей памяти, происходит с сопереживанием того, что мы потом об этом комментируем. Память — это опыт прошлого, кажется действительностью. А вот действие тела или восприятие чувства, которое совершается здесь и сейчас, из самоосознавания настоящего, является мудростью самой сути реальности. Любой человек, привыкший делать выбор через интеллект, и если результат не совпадает с его желанием, то путает эту действительность с реальностью. Проявление этой действительности носит характерные записи интеллектуальных логарифмов в лобной и теменевой ассоциативных зонах головного мозга. Это сказал папа, мама, а этому научили в школе. Этот урок преподал духовный гуру, а это социум разложил все по полочкам. Об этом интеллектуал все знает. Когда в головном мозге поясная извилина декодирует мысль человека, то информация об этом трансформируется в формат знания. Знание обо всем и обо всех – этого мало. Надо познать еще и того, кто об этом все знает. Кто тот? Одного тебе и не понять, кто ты. Когда я на эмоциях, злится, гневается, радуется. Когда я в чувствах, переживает, волнуется, любит, ненавидит, кайфует. Кто-нибудь знает привкус этого «я», который знает обо всем этом и обо всех сполна? Кто этот «я»? Его невозможно понять интеллектом. Его можно увидеть только через инсайт мудрости. Когда ум опускается на уровень сердца и начинает проживать жизнь душой. Вот и приглашаю вас познать этого «я» самим собой. Того, кто целен, един и в разумности. Того, кто является самим источником творения. Много книг написано о том, как стать богатым, счастливым, жить в радости и быть успешным. В этих книгах есть советы, рецепты, методики,
но не от того автора, который написал про свой жизненный опыт повествования о своем интеллекте. У каждого человека есть индивидуальная и неповторимая своя дорога к истине. Через мудрость дорога к истине одна и единственная для всех в этой галактике вселенского разума. Твой путь очень узок, и пройти по нему сможешь только ты один, и только один. Совет дать не могу, потому что все советы, методики, концепции и существуют для того, чтобы они вам когда-нибудь надоели. И вы перешли на этап самосознавания. Самосознавать – это тогда, когда ваш ум научится не убегать от черной полосы, а тотально принимать, прощать и отпускать. Самосознавать – это проживать жизнь такую, какая она есть на самом деле, цельная и единая, состоящая из белой и черной полосы одномоментно. Когда вы начнете умом думать, а не ум вами, который привык во все влазить и стереотипен, тогда и откроется портал вселенской любви. Вы будете вхожи во все иерархии разума. Для этого и придется построить мост премудрости. А это будет только ваш путь. Путь вечного и созидательного целомудрия. Ум плохой руководитель, но он не дурак. Осознанный ум поймет и отдаст бразды правления своей второй половине, сердцу. И станет отличным помощником в разумении. Так вот, построим мост премудрости между умом и душой, ты и обретешь уравновешенность, спокойствие, разумность. Отчего так происходит? Душа, которая томилась под каблуком интеллекта, выпорхнет из чулана дискомфортности духовного паразитизма и примет ум таким, какой он есть. Мудрость позволит ему не бояться ошибаться. Когда событие произошло, а у тебя уже в априори нет выбора, ты только и делаешь, что вешаешь ярлык плохого или хорошего на происшедшее. Тогда перед тобой и проявляется дилемма. На всем протяжении существования человечества этическая дилемма так и не была превозглашена в ранг солидарности и не приобрела оттенки консенсуса. Есть один единственный способ решения этой задачи, которая завела человечество в тупик. Это способность мыслить парадоксами. Если тебе захочется радоваться, кайфовать, веселиться, а не страдать, не быть в негативе и при малейшем шорохе не втягивать голову в плечи, то давай научим ум быть разумным. Это жить сердцем, через тернии парадоксов стать человеком иного мышления. Из уст одного мудрого человека мною были услышаны такие слова, что человек может опустить себя на самое дно ада, но он же сможет и подняться до небес рая. И зажегся во мне огонь, огонь поиска самого себя, того «я», который сможет это сделать. 7 тотальных лет поиска этого «я» укрепили мои крылья. Всех благ вам!
Я есть истина. Умная цивилизация научила нас с помощью умственных тенденций заниматься дележом на себя и на другого. События, которые происходят во внешнем мире, считываются умом и интерпретируются как следствие, но подаются к столу, выбрав самоличностью в выгодном варианте для него. Что это он все предусмотрел, в итоге доминирует от своей помпезности. Если вариант провала, то ум тут тоже не в промахе. У него есть пара десятков отступных и обвинительных тирад относительно других. И ищет всегда послабее того, кого можно обвинить в неудаче. Но умная цивилизация не дала шанса. Чтобы посмотреть не на внешний мир, а хотя бы одним глазком оценить в своем внутреннем мире того, который творит эти виртуальные миры и с таким твердым убеждением отстаивает свои позиции, принимая это за чистую монету, веруя, что это реальность. Изучая внутренний мир, ум начинает делать набор опыта, парадоксальности и видеть, как самодостаточная, самоорганизованная, самодисциплинированная структура проживает сама себя собою. И тут-то позволяет уму, как частичке этой цельности, даже повыпендриваться и самовыразиться. Сам ум не только изучит сам себя, но и станет свидетелем того, что внешний мир полуправда и внутренний полуправда ничем не отличаются друг от друга, давая в единстве правду. Ум сам увидит и оценит, что тот, который смотрит тобою, в априори и есть истина. Да видящий увидит, да слышащий услышит. Истина — это ты. Через тебя проживает разум, у которого ты и есть подобие. Теперь тебе не отвертеться от полной чаши любви к людям, которая будет вечно наполнена до краев. Глава 5. Цена настоящей жизни. Как жить в этом хорошем и не иметь запас того плохого? Жизнь бывает прошлой, жизнь бывает будущей, жизнь бывает настоящей. И какую ты выберешь, такое она через тебя и проживет. Тебе выбирать. Жизнь с помощью феномена ума утилизировала свои отходы и поместила этот опыт двойственности, привычки в одно место, назвав его прошлое. Жизнь с помощью феномена ума придумала свои расходы и поместила все это мечты, грезы, цели в одно место, назвав его будущее. Жизнь с помощью феномена мудрости, не пользуясь сейчас мусорным баком вчерашнего дня и глюками продуманности завтрашнего, проживает сама себя полноценно, называя эту нелокальность настоящей. Жизнь имеет одну единственную цену, равную себе, как самой жизни. Единственная цена – это вера в себя. Так найди себя равной этой цене, цене жизни.
Только иди в поисках себя с открытым сердцем, с любовью к людям. Да-да, и к тем, кто тебе подпортил, к ним особенно. И у тебя вырастут крылья бесстрашия. И ты увидишь бесконечную глубину этого мироздания, имея нескончаемый запас любви ко всему сущему. Всех благ. Глава 6. Способности балансировки. Когда вы выйдете за пределы двойственности, то увидите смыслы со стороны. И вам станет ясно, что это такое жизнь. Мы не своими смыслами живем, не такую жизнь проживаем. Надо жить той жизнью, которая всегда наполнена вкусняшками счастья. Вы думаете, что это ваши смыслы, а вот и нет. Их вам внушили с детства, и они начали проявляться на уровне ценностей вашего левого коллективного квадранта. Нам их навязали извне и убедили, что это так и по-другому не может быть. Когда смыслы навязанные, то они не дают счастья. Пока ум человека не поймет, что надо мыслить критериями парадоксального мышления, только тогда и откроются тайны неизведанности и станут понятны для него любовь и свобода. Когда для ума будут ясны правила пользования этими разнополюсными крыльями, тогда и откроются способности балансировки и полета твоей души к мегалактическим просторам вселенского разума.